Всем привет! Трехосевой гиростабилизатор Vlog Pocket от компании FuTech. И еще один видеообзор будет жить на канале Home Engineering. А с вами я, Владимир Малеронов. Открываем коробку и смотрим, что находится внутри. Инструкция с гарантией. Непосредственно сам стадикам в сложенном состоянии. Подставка тренога для стационарной установки. Мягкий чехол для его переноски. Итак, пройдемся по его характеристикам, а потом посмотрим эту кроху в действии. Приступаем. Steadicam Vlog Pocket обладает своей массой в 272 грамма и способен взять полезную нагрузку в 240 грамм. Это такие флагманы, как iPhone 11 и 12, Xiaomi Redmi 9 и 10, Samsung Galaxy S20, а также Huawei Mate 40 и легче. При этом он очень компактен. Steadicam имеет складную конструкцию, которая получила название «Крыло орла». Далее, для перевода его в рабочее состояние необходимо расфиксировать три оси вращения. Ось поворота, ось наклона и, наконец, ось вращения. И только теперь можно включать наш Steadicam. Иначе, если не сработает защита, можно подпалить моторы. Большая часть стадикамов с китайских сайтов не имеет названия. Наш же от компании FuTech оснащен логотипами. Как на осях вращения, так и на триподе. Основными органами управления являются кнопки и курок. Верхняя для включения-выключения, выбора режима съемки горизонтальная-вертикальная и производства захвата. Нижняя для управления камерой и видеокамерой, для начала и окончания съемки, а также переключения между ними. Micro-USB разъем для зарядки стадикама. В нем установлен аккумулятор на 1300 мАч, что обеспечивает до 8 часов работы, или 14 часов в режиме ожидания. На обратной стороне имеется так называемый курок для изменения наклона камеры или сброса предустановок. Трипод-подставка достаточно удобна, легко раскладывается и имеет надежное резиновое покрытие. Оно не позволит скользить практически по любой поверхности. Раздвижной зажим способен в себе уместить телефон до 95 мм. То есть это любой гаджет с диагональю до 7 дюймов. При установке камеры не забывайте, что надпись Vlog Pocket на зажиме должна оказаться сверху. Большинство телефонов в чехле, к сожалению, не влезут. Поэтому снимаем чехол и попробуем еще раз. Ну, наконец-то. Телефон установился, хоть и с небольшими зазорами. Благодаря глубоким пазам на кнопки он точно не будет нажимать. Если длины рукояти оказалось мало, можно накрутить треногу в сложенном состоянии и таким образом удлинить ручку стадикама. Теперь можно как держать, так и поставить. Запустил программу «Уровень» на телефоне, чтобы определить качество стабилизации при различных режимах. Во включенном состоянии камера просто вращается с рукоятью. Однократное нажатие кнопки включения позволяет зафиксировать камеру. При этом по оси поворота она вращается на 330 градусов.
Ось вращения заявлено 165 градусов, но мне показалось, что этот угол намного больше. А вот заявленный угол наклона в 240 градусов явно был меньше. Если, конечно, я не перепутал оси. Самое время найти Steadicam в списке Bluetooth устройств. Отображается он как View Pocket. Steadicam можно найти с помощью фирменной программы View On, но для этого нужно ее скачать. Рейтинг на нее достаточно невысокий, да и отзывы не очень положительны. Это и не удивительно, она начинает напрягать еще в момент установки, когда запрашивает разрешение почти ко всем ресурсам телефона. Некоторая часть функций приложения без Steadicam работать не будет, поэтому приложение попросит вас подключиться к нему. Интерфейс понятен, как для выбора режимов камеры, так и видеокамеры. Также отдельно можно поковыряться в настройках. Основными же это будет выбор качества записи. Тут есть даже 4К, но, к сожалению, на нем часть функций будет недоступна. Выбор же качества фотографии ограничен всего одним режимом. В приложении еще есть много настроек, покопавшись в которых вы настроите оптимальный режим съемки для себя. Кстати, приложение устанавливается во внутреннюю память телефона. Хотел перенести его на SD-карту, но приложение предупреждает об удалении всех данных. Попробовал несколько раз и решил все-таки оставить во внутренней памяти телефона. Самое время зарядить Steadicam и перейти к его тестированию. Часть съемки сделаем не выходя из квартиры, на балконе, отсняв несколько вариантов панорам. Первое получилось неплохого качества, но с явно неудачным стыком. Панорама в 180 градусов получилась лучше, но при этом обладала худшим качеством. Затем мы перебрались на улицу и поснимали немного мой автомобиль. Первое, с чего стоит начать, с выбора режима съемки – вертикальный или горизонтальный. Положение камеры меняется двойным нажатием кнопки выключения. Далее необходимо спозиционировать Steadicam. Это можно сделать как рукой, но при этом надо крепко держать рукоять Steadicam, иначе она будет проворачиваться в руке. Держим ее крепко и изменяем угол наклона камеры. Но лучше это сделать с помощью курка. Зажимаем его, наклоняем камеру до нужного угла и отпускаем. Теперь камера свободно вращается с рукоятью с нужным углом наклона. Если нам нужно зафиксировать на каком-то объекте, один раз нажимаем на кнопку выключения. При этом светодиод переходит в режим постоянного горения синего цвета. Даже при таких сильных манипуляциях картинка остается практически стационарной. Для некоторых функций приложения Steadicam лучше установить на штатив. Резьба, кстати, там стандартная. Не забывайте про надпись держателя, которая должна оказаться сверху.
И тут приложение отказалось работать на моем Samsung Galaxy A3. И что только я не пытался с этим сделать. Телефон был заменен на Redmi Note 8, и мы продолжили съемку. Наслаждайтесь просмотром. Ну что, осталось последнее испытание, проехать дорогой ярости и посмотреть, как справится наш Steadicam. Приступаем. Видно, что качество видео без Steadicam очень сильно уступает. Далее для простого видео я применил стабилизацию с помощью приложения. Видно, что качество картинки, конечно, сразу улучшилось, но она стала немного резиновой. Но эпогеем является изображение, снятое с помощью Steadicam и стабилизированное с помощью программы. Но и помните, Steadicam Vlog Pocket — это не только инструмент профессиональных влогеров, но и залог качественного видео каждого из нас. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.